Ну а теперь так. А теперь мы возьмем и просто без пояснений приведем некоторые факты. Это факты из сравнительно недавних исследований по психогенетике, а подзаголовочек, который можно себе пометить, будет таким: связь способностей и темперамента. Связь способностей и темперамента. Дело в том, что мы только что назвали основные черты темперамента по Небылицыну. И вы знаете, так оказалось, что вот эти черты темперамента, прежде всего активность и эмоциональность, они приняты не только у нас в стране, они приняты и в мире. И вот оказалось, что это важные факторы, и тот, и другой, которые влияют на способности. Вот некоторые конкретные примеры. Возьмем и соотнесем. Психогенетическое исследование, отрывки из которого я беру, проводятся в конце 80-х годов в Пенсильванском университете. Это обширное исследование. И руководителем проекта является ученый по фамилии Ломин. Данные Ломина. Ось X. Вот, знаете, прежде всего, что интересует диагностику? Заветная мечта. Посмотреть, рожден интеллект или нет. А это значит соотнести попросту, что надо сделать? Соотнести коэффициент интеллектуальности родителей и коэффициент интеллектуальности детей. И тогда по оси X мы фиксируем коэффициент интеллектуальности родителей. Мы берем довольно грубо исследование факторное и попутное пояснение делаем такое. Там уровни коэффициента интеллектуальности различаются качественно на, скажем, низкий и высокий. Берется два таких уровня. Низкий и высокий коэффициент интеллектуальности родителей. По оси ординат берется коэффициент интеллектуальности детей этих родителей в 3 года. Коэффициент интеллектуальности детей 3 года. Здесь можно, наверное, ввести какую-то градуировку, хотя бы самую ориентировочную, просто для ориентации. В данном случае вот здесь где-то 110, а внизу 104. Такие данные приводит плохо. Ну а теперь самое важное. А теперь оказывается, что связь между этими факторами действительно существует, но она зависит от чего-то еще. Поэтому мы изобразим рисунком следующее. Вот так. Наметим следующие точки и скажем сначала так. Пунктиром обозначен случай, когда общая активность имеется в виду тот самый показатель, о котором мы говорили только что. Общая активность по Небылицыну, та самая энергетика.
общая активность детей была низкой. А не пунктиром, а сплошной чертой изображается тот вариант, когда общая активность детей была высокой. Когда общая активность детей была высокой. Иными словами, график вполне показывает нам связь между коэффициентом интеллектуальности родителей и их детей существует, но выявляется главным образом при высокой активности детей. Примерно то же самое, я просто это опущу лекционно, но скажу, что если кого-то заинтересует более подробно этот материал, можно ко мне обратиться и получить его, если он кому-то интересен. Но подобные, правда, более тонкие зависимости связывают коэффициент интеллектуальности и с эмоциональностью. Между прочим, заметьте, мы прошлую лекцию заканчивали тем, что говорили о музыкальных способностях. Вам сегодня такой обычный педагог-музыкант скажет, что не только и даже не столько важен для будущего музыканта абсолютный слух, сколько его эмоциональность, сколько характеристики его принятия. Да, вот мы говорили единство восприятия и принятия мира, его отношение к миру. В каком-то смысле слышать мир музыкально — это вовсе не то же самое, что обладать абсолютным слухом. Вообще, обязательно надо сделать маленькое замечание. Почти все термины учения о темпераменте, вспомните, горячая кровь сангвиника. Почти все термины постепенно приобретают метафорический характер. И слова активность, и слова эмоциональность, они немножко шире, чем то, что мы обычно имеем в виду, когда читаем какой-нибудь жесткий словарь. Все эти термины постепенно обладают одной особенностью. Темперамент – суть основа многого другого. Маленькое замечание могло бы быть таким. Темперамент еще глобален, не расчленен. Многие более тонкие различия появятся позже. А в темпераменте они пока даны вместе. Итак, то, что я рассказывал до сих пор, было решением, довольно таким лапидарным изложением решения первой проблемы. От свойств к типу.